Добрый день, уважаемые зрители, дорогие любители фигурного катания. Мы начинаем контрольные прокаты юниорской сборной команды России. Танцы на льду, ритмический танец. Разрешена разминка первой группе участников. На разминке Полина Жарова, Алексей Столяров. Я приветствую всех любителей российского спорта, в особенности, хоть сейчас и середина августа, спорта зимнего и самого прекрасного из них – фигурного катания. Наши юниоры, уверен, готовы войти в этот исторический для себя сезон. Ведь у многих из них есть реальный шанс получить, наконец, международный опыт. Сегодня свои ритм-танцы для судей и зрителей представят танцевальные дуэты. И все это в рамках предсезонных прокатов юношеской сборной команды России. И перед началом нашей трансляции я бы хотел вспомнить Сашу Гришина, которого уже год нет с нами. Но комментаторское дело его живет в нас, его учениках. И с вашего позволения хочу начать трансляцию в память о нем знаменитой фразой Саши: «Время фигурного катания на первом». Но на комментаторской позиции сегодня я, Максим Троньков, и моя прекрасная коллега, настоящий эксперт в танцах на льду, мастер спорта София Качушкина. Всем здравствуйте, уже врываемся активно в новый сезон и смотрим на наших прекрасных юниоров, на наши красивейшие танцевальные юниорские дуэты. Да, действительно, на льду сейчас весь свет нашей юниорской сборной. Их сегодня будет две разминки. И я уверен, что будет интересно, потому что как только вышла новость о том, что нас допустили таки до международных соревнований, пусть пока и в нейтральном статусе, то я уверен, что и спортсмены одухотвореннее как-то начали, что ли, работать. Ты уже 2 дня здесь, в Новогорске, следишь за всеми тренировками. Скажи, чувствуется вот этот накал, чувствуется это желание уже показать себя, наконец, на юниорских этапах серии Гран-при? Это правда так. Все эти пару дней я проводила как раз-таки в Новогорске, наблюдала за ребятами, немножечко подслушивала, что говорили технические специалисты и судьи нашим прекрасным юниорским дуэтам. И очень была плотная работа, несмотря на то, что были только тренировки. Уже много всего чего-то поменяли чуть-чуть. Так что работа кипит, работа идет, очень красивые танцы. Сегодня мы их сможем увидеть. И, конечно же, невозможно еще раз не порадоваться то, что нашим фигуристам выделили по одной квоте в каждом виде на международной серии Гран-при среди юниоров. И уже 20 и 22 сентября поедут Фефелова с Валовым на турнир. На первый свой международный турнир, как подмечали и сами ребята. И затем уже 3 и 5 сентября в Бангкоке состоится еще один этап юниорской серии Гран-при ИСУ, но уже в Таиланде. И туда тоже на данный момент заявлены Маша и Артем. Но Мария и Артем, вот на первый взгляд для меня, очень вытянулись, как-то выросли по сравнению с прошлым сезоном. Они были лидерами прошлого сезона, выиграли первенство России, являются чемпионами России среди юниоров. Конечно, поэтому в первую очередь они это право заслужили первыми, скажем так, за долгое время из россиян появиться на этапах серии Гран-при уже мировой, а не всероссийской. Но есть такая там сносочка, да, как в текстах обычно, что если вдруг не попадают в тройку ребята, то будут заменены уже на вторую пару. Дрожжин и Тельнов сейчас в запасе, и это правда так. Но это спорт, и здесь действительно нужно всегда доказывать свое место под солнцем. Если ты второй, ты ждешь своего шанса, если ты первый, все в твоих руках, и важно это не упустить. Насколько важно сегодня ребятам уверенно показать свои программы, потому что я уверен, что и соперники где-то из каких-то стран обязательно посмотрят записи нашей трансляции, может, смотрят и впрямую, и следят за соперниками из России, потому что, ну, действительно, наши юниоры всегда были лидерами именно вот в юниорском спорте. Танцоры всегда выигрывали и чемпионаты мира, и по 3 даже медали чемпионатов мира среди юниоров занимали, весь подиум. Во взрослых, конечно, уже сложнее, а вот юниоры, мне кажется, это прям наша дисциплина. Максим, я с тобой полностью согласна, и чтобы сегодня было понятнее наблюдать нашим прекрасным зрителям за тем, что будет происходить на льду, кратко скажу, что у нас тема ритм танца – это вальс и ритм в этом сезоне, как у юниоров, так и у взрослых. Обязательно темп 3/4 или 6/8. Не будем туда так сильно углубляться. Какая же будет начинка в нашем ритм танце у юниоров? Значит, в
В этом сезоне у нас паттерн-танец обязательный – это вестмейстерский вальс, поэтому многие будут вальсировать, но в разных стилях. Это может быть и танго, и модерн, и все что угодно, в том числе и вальс. Главное, чтобы отличался ритм-танец. Одна половина была в одном стиле, другая половина была в другом стиле. То есть должны быть мастера перевоплощения? Или Именно. так хорошо уметь менять ритм? Но они и есть мастера перевоплощения. Ну, Раз для им меня я дают простым такие языком темы. попробую сказать, что вальс, так как я его катал на Олимпийских играх в Сочи, вальс это очень сложно, потому что все под ритм раз, два, три, раз, два, три, раз, Три два, три, четвертых, раз, два, три. Да, шесть это и есть восьмых. 3/4. А вся остальная музыка, в принципе, это раз, два, три, четыре. Тем временем разминка наша подошла к концу, и мы в предвкушении выступления первой пары. Выступление в ритмическом танце открывают Полина Жарова, Алексей Столяров, Москва. Полина Жарова, Алексей Столяров, Москва. Именно этот дуэт открывает прокаты сборной команды России. This is a man's world. This is a man's world. Ooh, but it would be nothing, nothing without you fighting for the only girl. Man thinks about a little baby girls, little baby boys. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man made everything, every little thing that he can, you know that man makes some money to buy from other men. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, oh, nothing. L'uomo rincorre il potere, ma lui non sa. Nei grandi limiti ad essere come si parla. Nel ballo stringe un'idea che non vive, che nella sua fantasia vorrebbe, se non si accorge che poi nulla più senza te, si vive solo per sé. Вот так вот ярко Полина Жарова и Алексей Столяров начинают и открывают эти контрольные прокаты среди юниоров в новом сезоне. Тренируются они у Алексеевой Светланы Львовны и Елены Кустаровой. Кстати, также ребята на первенстве России среди юниоров 26-го года заняли 10-е место и уже очень уверенно показывают сейчас свой новый ритм-танец.
Что, как тебе, Максим? Какие у тебя впечатления? Ну, несмотря на то, что это юниоры, видно было, что ребята немножко так волновались вначале, но как будто бы растанцевались уже к середине своего танца. Где-то, может быть, немножко далековато вот параллельно они катались. Но это я как парень говорю, а ты вот мне как раз скажи, это в танцах же, наверное, тоже ценится близкое катание? Конечно, в танцах на льду у нас есть обязательный элемент дорожка шагов группы «Б», параллельная дорожка, и спортсмены как раз ее выполняли. Обязательно она выполняется по рисунку либо диагональ, либо по прямой. И там немножечко мне тоже показалось, что ребята были далековато друг от друга, но не стоит забывать, что это только начало сезона, и вот сейчас мы видим секвенцию твизлов на наших экранах, которая была исполнена параллельно. И Да, вот и довольно близко. та самая дорожка шагов, про которую говорил Максим. Да, вот здесь как будто бы везде можно было и чуть-чуть ближе, буквально на какие-то 30-40 сантиметров кататься. Потому Всегда что линии есть. очень красивые у Да, ребят. И согласна. Всегда есть над чем работать, и когда видно невооруженным глазом, я думаю, ребятам, над чем им стоит поработать в первую очередь, и в том числе я уверена, что наши технические специалисты и судьи им подскажут все, и они смогут стать еще сильнее, еще мощнее, но начало сезона у них такое вот яркое, прям как их ритм-танец и платье у Полины. действительно, это только начало сезона, поэтому еще много-много работы впереди. И вот на наших экранах мы видим, как Милана Жабина и Вениамин Башуров готовятся к своему ритм-танцу, к тому, чтобы исполнить его. Очень красивые костюмы у ребят. Такой янтарный, яркий цвет. И на первенстве России по фигурному катанию вот среди юниоров в 26 году они заняли 9 место. А на первенстве Москвы среди юниоров дуэт выиграл там золотую медаль. Музыка у них будет джазовая Для и исполнения немножко вальса. ритмического танца на лед приглашаются Милана Жабина, Вениамин Башуров, Москва. Милана Жабина, Вениамин Башуров, Москва. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. And
Милана Жабина и Вениамин Башуров откатали свой ритм-танец на этих юниорских контрольных прокатах. Кстати, ребята раньше тренировались у Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой. Вениамин Башуров. А весной 26 года стало известно об их переходе уже в группу Ирины Жук и Александра Свинина. И именно этот тренерский штаб сейчас их выводит, и также вы можете их увидеть на экранах. Пятюнечка. Действительно, уже много-много лет самого высокого уровня спортсменов воспитывает этот тренерский тандем. И всегда приятно видеть и Сашу, и Иру на экране, и за бортиком, и как спортсмены растут. А что говорить о танце? Ну, пока мне нужно привыкнуть, чтобы вот этот вальс, именно вот этот паттерн вальсирующий, да, с которым они начали свой этот ритм-танец, под другую музыку слышать, то есть не под танцевальный, не под вальс, под ритмы вальса, а вот под танго, если я не ошибаюсь, да, сейчас было или что-то в этом роде? Это был джаз. Джаз, да, I'm да. only human after all. Я только человек. И под этот саундтрек выступали ребята и начали свой ритм-танец. Они как раз с вестмейстерского вальса. Именно почему у нас ритм и вальс в этом сезоне, потому что есть вестмейстерский вальс. Затем выполнили поддержку на месте. Затем была секвенция твизлов. Вот на наших экранах как раз она. Исполнено близко, параллельно, несмотря на то, что это начало сезона, очень хорошо ребята выполнили этот элемент. И потом дорожку параллельную по диагонали выполняли спортсмены, стараясь отыгрывать и друг на друга, и на панель судей и технических специалистов, которые сейчас все рядом находятся, все вместе, все обсуждают. И также и на зрителей, и на тренерский штаб, на нашу федерацию ярко показывали свои эмоции спортсмены. Да, наверное, надо приоткрыть еще такую завесу, что после каждого выступления ребята собираются в актовом зале здесь или в фойе катка и вместе с судьями обсуждают свои прокаты. Ну, а на льду Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров, Москва. It's a long way down. I keep backing away from the edge, and it's a long time to wait. When you take all my tears away, nobody's cold and time is frozen. All these feelings poison my soul, and in silence, no, I can't stand it. Please break these chains and I can fly away. You're my one way out, and I know I'm gonna take it. I'm trying to change. It's a long way down, but I still can't make it. You're my one way out. My tears won't save me now. It's a long way down. I keep backing away from the edge, and it's slower now, like the fires that break in my head. Another dawn, another day, another chance to walk away, but you just wanna stay and play, don't you? So fill my glass, just one more hour, and I'm gonna lay on a bed that's full of dreams, won't get no sleep, but that don't matter. Now and again, I know that this is what I need.
Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров тренируются в штабе у Екатерины Рублевой, Ивана Шефера и Сергея Плишкина. И сейчас закончили свой ритм-танец. И Глеб Гончаров. Да, и очень интересные ребята. Оба партнера представляют, можно так сказать, династии спортивные, потому что Варвара Слуцкая — это дочка нашей прославленной фигуристки, чемпионки мира, двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой. Ну, а Глеб, в свою очередь, младший брат Егора Гончарова, который вместе с Анной Щербаковой уже становится такой звездой во взрослых танцах на льду, уже в другой категории, в сеньорах. Что скажешь об этом танце? Мне кажется, как-то сегодня пока все сдержанно катаются. Мне кажется, какой-то юниорской беззаботности не хватает. Сосредоточенные ребята. Ну, конечно, начнем с того, что это контрольные прокаты. И до этого тут ребята находились на тренировочном сборе, скажем так. И технические специалисты, судьи, все им подсказывали какие-то детали, нюансы, что можно исправить, чуть дополнить, улучшить. Поэтому все следят за тем, чтобы технически все выполнять очень грамотно и последовать всему, что сказали им специалисты ранее, все это исправить, чтобы в дальнейшем им сказали уже что-то новое, и они стали еще лучше, на шаг вперед к лучшей версии себя. То есть больше упор на технику все-таки на контрольных прокатах юниорских. Да, все смотрят на техническую составляющую, как выполнены элементы, нет ли каких-либо нарушений, и стараются все исправлять, так скажем, подчищать, если вдруг есть какие-то нюансы. И все очень трепетно к этому относятся, потому что впереди у нас сезон очень насыщенный, напряженный, ответственный, и все хотят подойти максимально готовыми к нему, чтобы показывать наилучшие результаты и технически все выполнять грамотно, чтобы не было нарушений, экстраэлементов и так далее. Выступление в ритмическом танце продолжают Зоя Пестова, Сергей Лагутов, Москва. Ну а сейчас очередь Зои Пестовой и Сергея Лагутова из Москвы показать свой ритмический танец. Oh, you broke my heart. I told you I was weak for love, but then you went around and did what you wanted to do, and now I'm crying, crying. Ooh, seemed like everything was going fine. I found a love that I thought was gonna last. Then I accidentally saw a few things in yourself. I even LOL, man, I should've known. Why you do what you do? You might as well just tell the honest truth.
Зоя Пестова и Сергей Лагутов. Вот такой вот ритм-танец они продемонстрировали нам сейчас. Вот такой вот слайд они нам продемонстрировали сейчас в финале своего ритм-танца. Конечно же, это, скорее всего, на соревнованиях будет засчитано как падение, Конечно. но и будет понижена оценка. Но здесь не соревнования, здесь контрольные прокаты сборной. Тем более, это уже вторые для ребят, потому что были еще закрытые прокаты. Все правильно. Но, видимо, Сергей настолько зарядился танцем, своим ритм-танцем, настолько зажег все вокруг, что сам решил охладиться и немножечко прилечь на лед. Соскучился по нему. И сам, да, остыть решил. сам улыбается, смеется, понимает, что ничего страшного, что настолько вошли в кураж сами спортсмены. И вон Александр Свинин и Ирина Жук их обнимают, тоже улыбаются, говорят, что ну ничего страшного, Да, всякое честно бывает. говоря, вся вот эта так называемая грядка тренеров, которая напротив нас находится, все просто разулыбались. И действительно, это в этом случае это скорее такая изюминка, что ли, которая немножко напряжение сняла, которая все-таки царит сейчас здесь, в Новогорске. Ну, это юниорские контрольные прокаты. Мастеровитые ребята, как мне Очень. кажется, очень уверенные твизлы, уверенные катания на скорости, взросло выглядят. Очень параллельно была исполнена секвенция твизлов. И также поддержка вращательная на месте. В очень красивом положении находится Зоя. Это будет засчитано как сложная позиция у девочки, так как она в положении шпагата. Что про музыку скажешь? Ой, это музыка Майли Сайрус. Stone Cold Classic 3000. То есть прям очень подходит, наверное, спортсменам в Ой, возрасте, в котором вот они такой находятся. вот Вот как раз слайд. слайд, вот еще один. И концовка. Ну, что поделаешь, все бывает. Это Стоит фигурное отметить. катание, лед скользкий. И Да. сегодня он немножко более скользкий для Сергея Лагутова. Ну, это контрольные прокаты, и здесь не выставляются оценки никакие. Это не идет в зачет ребятам. И на завтрашний день это тоже никак не повлияет, а тем более на турнирную таблицу. На ней тоже это никак не отобразится. Поэтому Потому что его здесь... просто нет. Да, именно так. Поэтому здесь можно, скажем так, не хочется, нежелательно, но если вдруг произошло, то ничего страшного. А сейчас, я думаю, надо прям повнимательнее наблюдать за следующей парой. Потому что уже на льду и на наших экранах Мария Фефелова и Артем Валов. Да, действительно, лидеры нашей юниорской сборной, чемпионы России среди юниоров. В прошлом сезоне прямо камня на камне не оставили от своих соперников. Выходили, здорово катались, побеждали. И уже совсем скоро они отправятся в Китай на этап юниорской серии Гран-при ИСУ. Наши первые да. ласточки, скажем так, после долгого-долгого перерыва. Напомню, что с 22 года не было такой возможности в нашей сборной. Артем Валов, Московская область. Завершает выступление в первой группе спортсменов Мария Фефелова, Артем Валов, Московская область, ученики Алексея Горшкова.
Мария Фефелова и Артем Валов и их прекрасный ритм-танец. Ритм и вальс в качестве ритма они выбрали танго, но не обычное, а в стиле модерн. Мне очень понравилось, как будто бы так на одном дыхании, но я не знаю, какие перипетии были в подготовке, потому что понятно, что ответственности у этих ребят гораздо больше и, наверное, где-то прессинга сейчас тоже, потому что и судьи, я думаю, и специалисты все пытаются максимально ребят подготовить к международным стартам. Были ли какие-то изменения у ребят по сравнению с первыми прокатами и сейчас? Конечно, да. Я могу сказать, что они становятся с каждым днем еще увереннее, и это также наблюдалось и на сборе в предыдущие 2 дня, которые я смотрела. Ребята с каждым днем становились все профессиональнее, все лучше, улучшали какие-то моменты, детали, все ключевые места в нашем вестмейстерском вальсе прекрасном. И очень важный момент, что в этом сезоне, да и в принципе, ритм-танец не должен исполняться в стиле произвольного танца. И это очень важный момент, который прописан в правилах. Вот у нас секвенция твизлов, сейчас как отвлекусь они на близко нее. сделали, я прям восхитился сразу же, прям Соня сказал: вау, вот это вот близко, вот это уже прям мастерство, Это уровень. достойное даже взрослого катания, именно в этом элементе. Да, и как вот, Максим, ты подметил ранее, у ребят были небольшие сложности в подготовке именно ритм танца. И, как подмечали сами спортсмены, им приходилось менять музыку и, соответственно, вкатывать программу, так скажем, заново. Да, это очень сложно, и получается такая скомканная подготовка где-то, но зато в целом можно войти в сезон уже подстраховавшись, уже выверенно до миллиметра каждое движение, каждый музыкальный акцент и только побеждать. Ребятам только удачи, ребята очень классные, прям с поддержек выезжают ножки параллельно вместе, как одна линия. Действительно, лидеры растут с каждым годом. И Очень приятно, что мы можем за этим наблюдать. да, и папа Артема, Дмитрий Забнин, он тоже в фигурном катании чужой человек, это тренер наших лидеров парников, которых мы уже через неделю увидим. Обязательно смотрите прокаты через неделю моего родного вида парного катания. Но пока мы продолжаем говорить о танцах на льду, и совсем скоро вторая разминка. У нас будет буквально 5 минут. Именно столько в танцах на льду длится разминка. Обычно в остальных видах, дисциплинах, в одиночном катании парном это 6 минут, но вот у танцоров 5. Хотя и довольно их много. Сколько? 5 возможно, Разрешена разминка. участникам Да, разминаться. 5 спортсменов, и вот мы видели В в спортивных первой парах группе. только 4 максимум. Ой, ну у нас вот 5. И в первой группе участников мы видели тоже 5 танцевальных дуэтов. И во второй также видим 5 прекрасных танцевальных дуэтов. Да, в этой разминке мы увидим катание Полины Тихоновой и Матвея Лысова, которые ворвались в прошлом сезоне. Новая пара. Полина Тихонова, дочь Марии Петровой, Алексея Тихонова, чемпионов мира в парном катании. Но вот тоже династия и в другом виде выступает. Первый сезон был в танцах на льду после одиночного катания у Полины, но и уже она довольно хорошо себя проявила, зарекомендовала. Анна Соболева, Матвей Чураков. Это Пермский край, для меня родной, и для меня огромный сюрприз, что наконец ребята из Перми добрались до прокатов юниорской сборной. Это большой прорыв для всей школы фигурного катания города Перми. Я, конечно, поздравляю свой родной город, свой родной регион с этим достижением. Вслед за Соболевой и Чураковым на лед выйдет Дарья Дрожжина и Иван Тельнов. Это вторая наша пара номинально. Именно они особое внимание, наверное, привлекут и к нам, и к зрителям, и, конечно же, к судьям. После Шепталина Пекин, Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин из Московской области, ученики вот этих замечательных тренеров Екатерины Рязановой и Алексея Горшкова. Ну и закроют эту разминку Анна Билибина, Дмитрий Кашаев. Это, кстати, пара, которая мне очень-очень нравится. И тренируется она у кого? Это блиц-опрос. У Анжелики Алексеевны Крыловой. Да, И все Людмилы верно. Алексеевой. И также Влада Павленина с ними работает, тоже молодой тренер, им помогает. Сейчас мы видим на наших экранах Это Полина Тихонова. Полину, да, с Матвеем.
Действительно, много ярких дуэтов и много ярких тренеров. Весь свет буквально собран здесь, в Новогорске. И, конечно, наблюдать интересно не только за катанием спортсменов, но и за работой тренеров. Вот они, Анна Соболева, Матвей Чураков, Пермский край. Как же это классно звучит. У них очень интересная постановка, потому что музыка — это китайские мотивы. И сами ребята с тренерским штабом подмечают, что вот как раз-таки их тренерский штаб. Моя прекрасная Валентина Федоровна Тюкова, которая столько лет культивировала парное катание и вырастила в том числе и меня, сейчас вот работает с танцорами. Вместе с кем мы таблица опроса? С Полиной Гессен, конечно, да, это тренер, как такой молодой, скажем так, специалист, еще не очень известный, но знакомьтесь, потому что уже такой большой успех, уже прокат юниорской сборной, и я думаю, что все впереди. Это тренерский штаб Екатерины Рублевой, Ивана Шефера и Сергея Плишкина. Прекрасные партнеры в спорте Екатерины и Иван. Мои, скажем так, одногодки. Мы прошли огромный путь вместе в спорте. Замечательный танцевальный дуэт. Ну и супруг Екатерины Сергей, который поставил огромное количество программ опять в этом сезоне, в этом межсезонье, и в том числе и спортивным парам. Таисия Шептальна, Дмитрий Пекин, Московская область. Тоже очень интересный танцевальный дуэт, но мне кажется, что у Леши Горшкова других дуэтов и не бывает. Вот они на наших экранах внимательно следят за своими спортсменами. Екатерина Рязанова. У них очень много, целых 2 дуэта в этой группе участников, и они их будут До представлять. конца разминки осталась 1 минута. Яна Билибина, Дмитрий Кашаев. С музыкой будут кататься ребята под Ромео и Джульетту. Очень трогательный, нежный у них танец. Совсем скоро мы его уже увидим, и эти спортсмены будут завершать и закрывать первый день наш ритм-танец на контрольных прокатах сборной России среди юниоров. Да, и прекрасных тренеров их показали. Анжелику Людмилу Алексееву Алексеевну, и да. Анжелику Крылову, которая немножко так волнительно, мне кажется, немножко так уж потряхивала, когда следила за своими спортсменами. Тренеры все равно волнуются, все равно желают только стабильных, сильных прокатов своим парам. Поэтому, Вот мы может видим, быть, даже тренерам волнительнее, чем спортсменам. Дарья Дрожина и Иван Сильнов разминали свою вращательную поддержку, и она была представлена у нас на экранах. Посмотрите, какой интересный костюм. Вообще Совсем интересная скоро, пара. Они, да, у них и его постановки увидим. всегда очень классные. Совсем скоро мы это увидим своими глазами. И увидим Оригиналы, этот костюм ребята. в танце. Ну что ж, разминка окончена. И мы в предвкушении выступления последней группы участников. Видим, как последние шаги делает Полина Тихонова и Матвей Лысов, Московская область. Встречайте. Удачи, ребята!
Полина Тихонова и Матвей Лысов вот так вот завершают свой ритм-танец. Очень здорово отыгрывают ребята по акцентам, очень все музыкально. И у них этот ритм Программа-то, кстати, акцентная очень очень. Они катают крестного отца. Матвей Лысов. Они катают крестного отца, а вторая часть это тарантелла. И очень много различных... Итальянские такие мотивы выбрали, да? Конечно. Очень много таких вот деталей, как я уже отметила ранее. Где-то хлопают ребята, где-то прыгают. И все это очень музыкально, все это очень вкусно выглядит. Да, я вот сказал, что последние шаги делаю, что немножко каламбурно прозвучало, имея в виду последние шаги в разминке. А мне кажется, что это не последние шаги, а огромные шаги в большое будущее танцев на льду, потому что ребята действительно, наверное, в этом сезоне проявят себя еще лучше, чем даже в прошлом, потому что хорошо поработали. Также хочу подметить, что это межсезонье у ребят прошло очень хорошо, потому что они очень выросли. И это видно даже невооруженным глазом. Они вместе чуть больше 1,5 лет. Полине 16, а Матвею 17 лет. При этом в таком довольно-таки юном возрасте они очень хорошо себя уже показывают. Выглядит классно на льду. Полина вообще очень яркая, такая тоненькая, высокая, с хорошими линиями. Ну, конечно, с такими генами. Когда твой родитель чемпионы мира, тут как бы приходится соответствовать. Секвенция твизлов на наших экранах очень параллельно исполнена. Все черты для уровней сложности соблюдены. Рука. Затем в первом твизле также партнерша и партнер держат свободную ногу. И затем во втором твизле выпрямленные руки. И сложный вход был у спортсменов. Вот вам 4 сложные детали и собирается 4-й уровень. Все это, конечно, очень интересно, но еще учиться мне у тебя и учиться этим тонкостям в танцах на льду, потому что для меня просто все как будто так легко и прекрасно, и как будто бы ребята настолько хорошо готовы к сезону, что какую-то уверенность они мне вселяют вот перед международной ареной, особенно вот и Фефила Увалов. Согласна. При этом вот говоря про себя, я считаю, что нету предела совершенства, поэтому уже в эти выходные состоится семинар по фигурному катанию, танцы на льду, и я там буду присутствовать и далее быть техническим специалистом, сдавать экзамен, чтобы еще четче и лучше все доносить нашим зрителям. Настоящий профи. Ну а на льду еще один настоящий профессионал из Пермского края, Анна Соболева, Матвей Чураков. И их очень оригинальная короткая программа, как во время разминки нам уже рассказала София Качушкина. Ну что ж, мы во внимании, а ребятам удачи. Вперед, Пермский край!江河入怀酿作酒，行到流转可春秋。春转三尽不言愁，踏破苍茫的安宁，千峰万路那锦绣，且将繁华追我手。的血不飞黑击败，若上颁奖台，切莫张灯结彩，八仙桌的收尾少不了我。
万事如意，顺风顺水，天道酬勤，鹏程万里。你不给你表示了吗？啊？我们这辈老仔脖子上喜欢挂一排，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。前程拜三拜，钱包里面多几百。易的是六合彩，难的是大合牌。来财，来，来财，来，来财，来，来财，来，来。终时利滚利，对应好运八方来。散了才能聚，你不出手，说两载。Анна Соболева и Матвей Чураков. И их ритм-танец под китайские мотивы. Стоит отметить, что это первая в истории пара из Пермского края, которая сумела отобраться в состав национальной сборной России по фигурному катанию. Ну да, для меня это тоже, я уже говорил, большой сюрприз. Я понимаю, что ребят еще все впереди, что пусть где-то, может быть, технически они уступают московским дуэтам, но, тем не менее, это такой для них огромный шанс и подспорье покататься вместе с ребятами сильными из других групп, из других городов, потому что в Перми, я так понимаю, они лидеры, им там особо конкурировать не с кем, а здесь как раз и на этих сборах как раз и будет рост тот самый, который ребятам необходим, ведь только катаясь бок о бок с лидерами юниорской сборной, ты сам становишься лучше, становишься качественнее, поэтому ребятам я желаю развития. И вот, возможно, Фефе Лейвалову стоило перед Гран-при Китая взять подобную музыку и там произвести фурор на местную публику под этот китайский рэп. Вот. Но, тем не менее, это сделали спортсмены из Пермского края. Ну вот у Анны и Матвея очень интересная история в их ритм-танце. Она о любви, о том, как важно верить в себя и смело двигаться вперед. В первой части программы ребята пытаются преодолеть вот это стремление к свободе. Они хотят объять весь мир, не сворачивая и не оглядываясь никуда, тем более назад. А во второй части спортсмены показывают, что любовь – это фундамент для развития. И современный мир, он беспощаден к людям. Но он прощает тех, кто путает мечту с бездействием. И им приходится столкнуться с простой правдой. Свобода не дается даром. Ей нужно строить, исследовать ей каждый день и каждым шагом ее подтверждать, доказывая, что ты ее достоин. Такой китайский рэп немножечко. Это прямо какая-то китайская истина. Ты сейчас прям меня убаюкала этим спичем, потому что действительно глубокие мысли у ребят в голове. Дарья Дрожина, Иван Тельнов, Москва. Дарья Дрожина и Иван Тельнов, Москва. Это второй по силе наш дуэт, серебряные призеры первенства России. И именно они в случае неудачи Фефи Лейвалова в Китае отправятся в Таиланд. Поэтому тоже все внимание на экран. We were down and out in London, sharing plans and sharing money, but we were satisfied and drank to all the rest. I'm not gonna follow you to the ground, darling. I'm leaving this dream.
Дарья Дрожжина и Иван Тельнов и их ритм-танец. Очень красивые костюмы у этих спортсменов. И думаю, им бы самим очень хотелось быть вторыми на первенстве России среди юниоров Да, на тут национальном я старте. поднимаю но, руки, сморозил к глупость. сожалению, да, они пока что заняли 6-е место в предыдущем сезоне. Но я Просто уверена, ребят что в выбрали этом... запасными, правильно, в этом сезоне? Да, но в этом сезоне все может поменяться, и они могут стать еще выше, чем были в прошлом сезоне. Я уверена, что так оно и будет, потому что спортсмены очень талантливые, очень сильные, креативные и просто классный у них тренерский штаб. Да, и действительно, я в прошлом сезоне наблюдал за ребятами, у них очень оригинальные постановки, классная командная работа. Это даже видно было по концовке, как они так кулачки друг другу отбили. То есть хороший такой тимворк, скажем так. И это всегда ценится в дуэтах, что в парном катании, что в танцах. Когда микроклимат на тренировках классный, то и растешь ты не по дням, а по часам. Вот это... Секвенция твизлов на наших экранах очень параллельно исполнена. Расскажи перипетии вот этого выбора, потому что в других видах, ну, ты первый, второй, а здесь как это происходит? Все зависит от того, Готовности какая у к тебя сезону? программа, насколько ты готов к сезону. И наши технические специалисты, судьи и наша федерация всегда делает правильный выбор в том, кто поедет, куда поедет. Поэтому они посмотрели уже на закрытом сборе. Затем и сейчас тоже посмотрели. И общее коллективное, я думаю, было решение отправить именно этих спортсменов запасными на этап серии Гран-при международный юниорский. Мгм. Но я все-таки верю, что наши танцы сильные и ну, не будет там никаких сложностей, мне кажется, для того, чтобы выиграть медаль Да. в китайском этапе. Мы верим, мы знаем, и у нас нету никаких сомнений, что именно так оно и будет. Даже для такого дилетанта в танцах, как я. Хотя я уже в них неплохо разбираюсь, судя по всему. Уже мы даже за кадром с Софьей тут многие технические моменты соглашаемся друг с другом, спорим немножко. И продолжим это делать, ведь на льду Московская область. Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, которые представляют Московскую область. Тоже очень яркий дуэт, за которым всегда интересно наблюдать.
Таисия Пшипталина и Дмитрий Пекин исполнили свой ритм-танец. Очень интересная постановка у них в этом сезоне, в ритм-танце. Они взяли композицию из сериала «Наследники», но при этом и они, и их тренерский штаб сами говорят, что они совершенно не привязывались к экранизированному сюжету. Мне очень понравилась эта программа. Какая-то прям оригинальная она, что ли, и по хореографии, и по движениям, по танцевальным. Не знаю, очень интересный танец, и я думаю, что наблюдать за ним в течение этого сезона мне будет лично очень интересно за тем, как ребята развиваются, потому что, ну, классная программа, наверное, одна из моих любимых в этом сезоне будет. Это правда так, она мне тоже очень нравится. И сами спортсмены очень реберные, можно их так, наверное, назвать, потому что глубина дуг, которая у них есть, это не каждому спортсмену подвластно. На наших экранах секвенция твизлов. Вот мы видим прыжок, который идет для уровня, а затем рука, ногу также держит спортсмены свою свободную. Уже мы насчитали 3 ключевых черты. Затем выпрямленные руки. И вот 4-й уровень снова. Сегодня я настоящий технический специалист и объясняю, как все работает в наших танцах на льду. Да, и София объясняла мне очень так четко, где находятся ключевые места, да, кейпоинты, так называемые. Паттерн танца, да. И это действительно очень интересно, потому что в этом нужно прям очень хорошо разбираться, чтобы комментировать танцы на льду. Это я думаю, нужно быть специалистом. Подробнее об этом я смогу рассказать уже на юниорских этапах Гран-при, когда мы будем видеть и оценки, и что засчитала техническая панель, а что нет. И я смогу объяснять. И плюс ты экзамен сдашь уже. Да, все. Я надеюсь, что сдашь. Я тоже очень на это надеюсь и все делаю возможное, что в моих силах. Молодец наш прекрасный комментатор София Качушкина, потому что развивается, и чтобы хорошо комментировать, хорошо доносить до зрителей такой сложный технический вид, как танцы на льду, нужно действительно быть специалистом. И здорово, что ты делаешь, молодец. Спасибо. Анна Белимина и Дмитрий Кашаев на наших экранах. Дмитрий Кашаев, Москва. Да, действительно, Анна Белимина, Дмитрий Кашаев, Москва. Это уже Москва. Тренер Анжелика Крылова и Людмила Алексеева. И мы все во внимании, потому что ребята завершают, а завершать всегда немножко нервно. Пожелаем им удачи, спокойствия, гладкого льда и чистого проката ритм-танца.
Анна Билибина и Дмитрий Кашаев. Их ритм-танец под саундтрек из «Ромео и Джульетты». И сами спортсмены очень трепетно и трогательно откатали свой ритм-танец, вжились в образы. Ну да, такая программа в стиле Анжелики Крыловой, всегда такая чувственная, характерная, с понятными ролями для обоих фигуристов. И, ну, такой мини-спектакль нам показали. Кстати, классно нашли выход из положения со сменой музыки. Здесь и вальс есть, и смена ритма, и все это в контексте одного саундтрека к фильму «Ромео и Джульетта». Наверное, очень может быть непривычно, в первую очередь, нашему зрителю и нам в том числе, потому что обычно мы видели ритм-танец таким зажигательным, а в этом сезоне у нас ритм и вальс более все мелодичное, спокойное и вальсирующее. Да, действительно, и Анна и Дмитрий завершают ритм-танцы здесь, в Новогорске, на контрольных прокатах сборной команды России юниорской. Завтра уже будет произвольный танец, где тоже много в этом сезоне изменений, о которых вам София расскажет с большим удовольствием. Всё Расскажет именно о том, так. как ребята провели эту тренировочную неделю, потому что она была здесь вместе с ними. Мы, конечно же, подготовиться постараемся еще лучше, чтобы завтра уже еще более качественно прокомментировать для вас эти выступления, потому что мы тоже постепенно вкатываемся в сезон. Нам тоже нужно немножко разогнаться, почувствовать друг друга как партнерам. Но я думаю, что вам сегодня понравилось. Мы на это надеемся. И оставайтесь с нами обязательно завтра в это же время, в 3 часа по московскому времени. Включайте трансляцию произвольных танцев. И мы с Софией обязательно для вас ее прокомментируем. До свидания, до новых встреч, до завтра. Это были София Качушкина и Максим Троньков. Спасибо большое, что с нами, спасибо большое, что смотрите и наблюдаете в первую очередь за нашими прекрасными танцевальными дуэтами, ведь они крышесносные. Пока-пока.